Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. И сегодня мы с вами сделаем скульптурную рамку для зеркала из папье-маше. Обожаю папье-маше. Я расскажу подробно о том, как сделать массу, которую можно использовать для миллиона разных идей. Я буду использовать планетарный миксер просто потому, что он у меня есть, можно заменить его на блендер или вообще замесить массу руками, но получится немножко дольше. Загружаю бумагу в чашу миксера, у меня помещается 2 рулона. Заливаю кипятком и включаю миксер с насадкой лопатка. Перемешиваю, пока масса не остынет. Остывшую массу нужно хорошо отжать. Получается вот такая рассыпчатая бумажная крошка, в которую мы будем добавлять клей ПВА. Я взяла самый обычный. На 2 рулона у меня ушло примерно 250 грамм клея. Хорошо все перемешиваем, и папье-маше готово. Получается вот такая пластичная масса. Ее можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере несколько дней. Я хранила где-то неделю, и все с ней было нормально. Теперь займемся самой рамкой. Я выбрала вот такое овальное зеркало. Завернула его в пленку, и основа для него тоже. У меня это картон. Пленка нужна, чтобы ничего не приклеилось. И начала формировать рамку на полотне зеркала. Я вылепливаю ее и разглаживаю пальцами. Кое-где добавляю объема. И когда основная форма готова, разглаживаю все влажными руками. Края уточняю при помощи стеки. И оставляю рамку сохнуть. Сохнет папье-маше очень долго, минимум неделю. Здесь нужно набраться терпения, потому что я сняла свою рамку зеркала слишком рано. Она еще не успела высохнуть и начала сжиматься буквально у меня на глазах. Стала слишком маленькой, мне пришлось решать эту проблему. Я отметила на рамке края зеркала и вырезала дополнительный паз. Кое-где масса еще даже не до конца застыла. Там, где рамка получилась в итоге слишком тонкой, я добавила еще массы. Все прижала грузом и оставила высыхать. После высыхания еще раз немного подогнала рамку под зеркало, потому что папье-маше дает очень сильную усадку. Но в итоге все получилось сделать по размеру. Немного отшлифовала поверхность наждачкой. Этот момент, в принципе, можно пропустить или наоборот зашлифовать поверхность до гладкости, в зависимости от ваших целей. И покрыла поверхность матовым лаком.
И, наконец, приклеила зеркало при помощи клея для зеркал. Он у меня почему-то оказался бежевый, даже на упаковке это написано, но я не обратила на это внимания. Наверное, есть и белый. Для того, чтобы прижать зеркало к рамке, поставила на него все свои бетонные изделия, которые вы, кстати, можете посмотреть вот здесь, и в описании я тоже оставлю на них ссылки. Этот проект оказался пока что самым долгим из всего, что я делала, но просто потому, что папье-маше очень долго сохнет, и поэтому я отвлекалась от него и делала параллельно какие-то другие проекты, которые уже вышли. Для того, чтобы повесить зеркало, я привлекла помощника. И давайте посмотрим, что получилось. Я правда обожаю папье-маше, мне кажется, это гениальный материал, я думаю, что нас ждет еще огромное количество выпусков того, что можно сделать из папье-маше. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши впечатления, обязательно подписывайтесь на мой канал и также подписывайтесь на меня в Яндекс.Дзене. Если что, я буду там, ссылку я оставлю в описании. И до встречи в новых выпусках.